Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить дряблую, увядающую возрастную кожу. Антивозрастная маска подходит для всех типов кожи. Отлично разглаживает морщины, убирает дряблость, убирает сухость, убирает шелушение. В момент подсыхания дает подтягивающий эффект, а в момент смывания легко скрабирует кожу и убирает верхний ороговевший слой клеток. После применения этой маски ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Наносите эту маску 2 или 3 раза в неделю. Сегодняшний рецепт уникален еще и тем, что я покажу вам, как сделать заготовку для масок. На основе вот этой заготовки вы можете сделать очень быструю и очень эффективную антивозрастную маску. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску во второй половине дня, примерно за час до сна. Утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите пищевую соду. Сода – это наилучший компонент, который вы можете использовать для домашнего ухода. Сода отшелушивает верхний ороговевший слой клеток в момент смывания маски. Также сода хорошо размягчает кожу, убирает морщины, осветляет пигментные пятна. Возьмите 1 чайную ложку пищевой соды. Соду возьмите без горки. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится желатин. Желатин – это природный коллаген, который отлично уплотняет кожу, убирает морщины. В момент подсыхания подтягивает овал лица, улучшает тургор кожи и убирает дряблость. Также для сегодняшней маски вы можете использовать и уже готовый аптечный коллаген. Коллаген – это компонент, который также защищает кожу от повреждений и предотвращает появление преждевременных морщин. Я использую для сегодняшней маски обычный пищевой желатин. Для удобства приготовления домашних масок используйте желатин для желе или суфле. Если у вас желатин крупного помола и очень сухой, то перемелите его в кофемолке и используйте желатин для домашней маски в очень мелком состоянии. Это облегчит процесс приготовления домашних масок. Нужно взять 1 чайную ложку желатина. Желатин также возьмите без горки. Смешайте сухие компоненты. Следующий ингредиент нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете использовать уже готовую. Также вы можете самостоятельно дома приготовить рисовую муку. Возьмите небольшое количество обычного белого риса, перемелите также в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Я рекомендую приготовить большее количество рисовой муки, так как она активно и часто применяется в домашнем уходе. Возьмите также 1 чайную ложку рисовой муки. Муку возьмите также без горки. Смешайте сухие компоненты. Кстати, эту сухую заготовку вы можете хранить неопределенное количество времени при комнатной температуре и по мере необходимости использовать для приготовления домашних масок. Тщательно смешайте все компоненты. Этого количества сухой смеси достаточно для двухразового применения. Достаточно сделать этот сухой состав и использовать его в течение недельного ухода. А мы продолжаем процесс приготовления сегодняшней маски. Нужно взять 1 чайную ложку уже готовой сухой смеси. Кстати, этот состав очень удобен в применении, если вы часто переезжаете, в поездках, на отдыхе. Очень удобно сделать маску на основе этого сухого состава. Возьмите 1 чайную ложку этого компонента. Оставшийся состав можно пересыпать в баночку и хранить при комнатной температуре неопределенное количество времени. Следующий компонент для этой маски нам понадобится кефир или молоко. Можно использовать кефир любой жирности. Если у вас очень сухой тип кожи, то для сегодняшней маски возьмите жирные сливки либо жирную сметану. Если у вас жирный тип кожи, то используйте молоко или обезжиренный кефир. Возьмите 1 чайную ложку. Тщательно смешайте эти компоненты до получения однородной приятной консистенции. Если вы используете для этой маски кефир, то произойдет реакция. Кислота и щелочь дадут очень приятную пену. Это будет давать также и очень хороший омолаживающий эффект.
Соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления всех ингредиентов. После того, как прошла реакция, добавьте в эту маску сок алоэ. Сок алоэ можно использовать свежевыжатый из растений, который, возможно, у вас есть на подоконнике. Также можно использовать и гель алоэ или алоэ вера. Я использую уже готовый сок алоэ, купленный в аптеке. Нужно взять 1 чайную ложку. И также тщательно смешайте все ингредиенты. Если вы используете желатин сухой, то можно подержать эту маску на водяной бане. Если вы используете желатин мелкого помола для желе и суфле, то после добавления этих компонентов маска будет иметь приятную консистенцию. Мой желатин имеет слегка желтоватый оттенок, так как он предназначен для суфле с лимонной добавкой. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать косметическое масло миндальное, виноградных косточек, зародышей пшеницы. Также можно использовать масло жожоба, либо оливковое масло. Для сегодняшней маски я использую миндальное косметическое масло. Также нужно взять 10 капель. Косметическое масло дает дополнительное смягчающее воздействие. К тому же, если у вас комбинированный тип кожи, то эта маска отлично будет регулировать работу сальных желез и хорошо увлажнять и питать именно сухие участки кожи. Тщательно смешайте все компоненты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Для достижения наилучшего эффекта наносите эту маску сразу после приготовления. Того количества маски, которые, я надеюсь, вы вместе со мной приготовили, достаточно для одноразового приготовления. Нанесите эту маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы можете найти на моем канале. Наносите эту маску по кожным массажным линиям. Нанести эту маску также можно на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз. Не забывайте остатки масок наносить и на кожу рук. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.